Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео разобрать все доказательства о потопах и катастрофах недавнего прошлого, которые содержатся в книгах. Потому что многие, впервые встретив эту информацию, говорят: ну зачем вы нам рассказываете то, чего нет в школах? Нам бы об этом бы рассказали. Информации, наверное же, нет. На самом деле ее огромное количество книг, исследований, которые показывают, что было множество потопов. Они, к сожалению, периодически, они повторятся вновь, поэтому их надо изучать. Перед вами, например, книга 19 века, которая рассказывает про 15-й потоп в Европе и 40 тысяч погибших. То же самое можно сказать и про все религии, которые содержат сведения о глобальных катастрофах, потопах. Об этом все знают, наука знает, но нигде вы этих сведений не встретите в тех же, например, школьных учебниках. Почему? Потому что тот, кто не понял своего прошлого, вынужден переживать его снова и снова. Поэтому и нужно изучать прошлое, чтобы иметь будущее, понимать, что происходило, чтобы быть к этому готовыми. Например, землетрясение в Китае 1556 года. Оно всем известно, оно считается самым разрушительным в истории человечества. Произошло в Китае 23 января 1556 года. Его эпицентр находился в районе правого притока реки Хуанхэ. Вот, например, слева изображение, где красная область — это где произошло землетрясение, а желтые области, которые в том числе пострадали от него. То есть оно затронуло 97 округов. Землетрясение сопровождалось обвалами, оползнями, изменениями русел рек, что в свою очередь приводило к наводнению, к разрушению домов и храмов, к сильным пожарам. Но, внимание, вследствие катастрофы грунт разжижался и затягивал под землю строения людей. Его воздействие ощущалось даже на расстоянии 500 километров от эпицентра. Погибло 830 тысяч человек. Это на 16 век. То есть очень разрушительные последствия. Притом мы видим и землетрясение, и затопление, и разжижение грунта, которое втягивало под землю строение людей. То есть очень интересные эффекты. Португальский доминиканский монах Гаспар да Круж, он посетил Гуанчжоу в том же 1556 году, собрал сведения о землетрясении, как раз которые в трактате о Китае, который выпустил в 1569 году. Он рассматривал землетрясение как и Великую комету 1556 года в качестве наказания за грехи человеческие. Ну, это действительно так. То есть все эти катастрофы связаны с кометами. То есть в предыдущих видео мы читали, что страшный суд — это всего лишь встреча с кометой, убийцей цивилизации. И там последствия намного катастрофичнее, чем даже здесь описаны. Справа как раз изображение, как проходила эта комета в то время возле Земли. И то, что это не случайность, можно понять и по этим данным, потому что большая комета 1556 года, которая в нашем мире классифицируется как C1556D1, она действительно была, наблюдалась по всей Европе. Ее видимый диаметр над Европой был равен половине диаметра Луны, а хвост напоминал пламя факела, взволнованная ветром. Также говорилось, что она впервые появилась, была размером с Юпитер, напоминала цвет Марса по своему виду. Прошла она где-то в перигеле 13 марта и 22 апреля. Но к чему она привела? В Стамбуле тоже происходит землетрясение 10 мая 1556 года. Слева как раз изображение последствий этого землетрясения, разрушение зданий, гибель людей. В России тоже видели эту комету. Справа летописный свод 1556 года, где изображена эта комета. То есть известно, прохождение кометы приводит к таким катастрофическим последствиям, но это еще не все. На следующий год, 1557, опять же в Китае происходит какое-то наводнение, потоп. Откуда мы это знаем? Потому что многие города опять же погибают, но мы получаем озеро, которое в наше время известно как озеро Цинхай или Кукунор. Обратите внимание на карту, где оно находится. Оно находится в 1000 километрах от ближайшего моря, но опять же высота расположения 3205 метров. Но это соленое озеро.
То есть это воды морей и океанов, которые находятся в тысячах километров в глубине континента, да еще и на огромной высоте. Сегодня длина озера 105 километров, ширина 65. Вы вообще масштабы потопа вообще себе представляете? Ну, скорее всего, как раз масштабы были из-за разрушения и удара кометы, кометного вещества, потому что вот, например, 1 марта 1564 года между Мелехином и Брюсселем начали падать камни. Большие и малые, максимальный вес некоторых доходил до 5 килограмм. Ну, как раз выпадение как раз кометного вещества в наше время бы мало никому тоже не показалось, потому что, получается, комета была огромная, было множество ее частей, она разрушалась, падала на Землю и приводила к подобным катастрофам. Ну, короли это, скорее всего, кометы. То есть, этот образ кометы, 3 комет, которые и поделились с нами своим кометным веществом. Ну, на этом все не закончилось. К сожалению, это было только лишь начало, потому что у нас есть доклад, который подготовили еще в 1981 году советские ученые. Они составили свод экстремальных природных явлений в русских летописях 11-17 веков. И что же там содержалась за информация? То есть в 17 веке было зафиксировано 3 больших наводнения, которые привели к большим разрушениям в Москве. Наводнение 1607, 1655, 1687 годов. А зима с 1600 на 1601 год была мягкой, что привело к тому, что в некоторых областях подопрели озимы. При этом летом 1601 года 12 недель непрерывно шел дождь. Потом стали рано великие морозы. То есть совершенно верно, что урожай полностью погиб. Притом, заметьте, во времена Ноева потопа дождь шел 40 дней. Здесь же 12 недель, это как раз 84 дня, в 2 раза больше. И при этом становятся ранние морозы, из-за чего многое часть урожая просто погибла. Цены подскочили в разы. В 1602 году примерная картина повторилась. То есть погибли посевы, ранние морозы, холод, дожди. В результате за этот период с 1601 по 603 год в 18 раз подняли цены на продовольствие. То есть по свидетельству современников за эти фактически 3 года погибло 120 тысяч человек только в Москве. То есть треть Московского царства просто вымерла. Ну, на этом проблемы не закончились. Еще с 1604 по 1608 год наблюдались проблемы с ведением хозяйства, потому что были холода, затяжные дожди, и последующие десятилетия были очень трудными. Потом в 1608 году приходит чума. Она такая же беспощадная, как и голод. А потом за ней начинается война и смута. То есть примерно в 1619-1623 годах такие же бедствия посетили и всю Европу, Нормандию, ну и всю Русь, вплоть до Заволжья. А особенно участились экстремальные природные явления в 50-х и 60-х годах 17 века, на которых приходилось еще 10 голодных лет. Итог 17 века, только по русским летописям. 25 засух, 12 дождливых летних периодов, 12 возвратов холодов летом и в начале осени, 17 холодных зим. Все это привело к тому, что 32 года были очень голодными. Сюда же входит великий голод при Борисе Годунове. Ну, великий массовый голод, как раз 1601-1603 годов. Но в чем причина? Почему происходит такая катастрофические изменения в природе? Друзья, вы знаете, я рекомендую синтезит для энергии и комплексного улучшения всего организма. Это наша российская уникальная разработка, уже признанная в мире. Вы знаете, что победитель Дакара 2026, аргентинец Лусиано Бенавидесу, перед гонкой поделился, что принимает препарат синтезит. Así que bueno, lo voy a llevar siempre presente para este Dakar todos los días. A este suplemento que me ha ayudado un montón, así que bueno, vamos a darle. За 3 месяца до соревнования он попал в серьезную аварию, и синтезит помог ему восстановиться в рекордные сроки.
И вот результат, он первый. Чтобы поднять не только железо, но и энергию и витальность, ускорить восстановление, переходите по ссылке в описании. Там собраны потрясающие отзывы и данные исследований. Сейчас очень хорошая акция идет, скидка на синтезит Макси до 40%. Но осталось буквально несколько дней такой скидки. Ссылка в описании под видео. Переходите. Об этом мы, оказывается, находим в стихотворении Бальмонта. В глухие дни Бориса Годунова, во мгле российской пасмурной страны, толпы людей скитались без крова, и по ночам сходило 2 луны. 2 солнца по утрам светило с неба, свирепостью на дольный мир смотря, и вопль протяжный «Хлеба, хлеба, хлеба!» из тьмы лесов стремился до царя. От бурь и вихрей башни низвергались, и небеса, таясь меж туч тройных, внезапно красным светом озарялись, являя битву воинств неземных. Среди людей блуждали смерть и злоба, узрев комету, дрогнула земля. И в эти дни Дмитрий встал из гроба, в отрепье свой дух переселя. Опять же мы видим, что это последствия катастрофы от прохождения кометы. И, скорее всего, не одной, и ее воздействие как бы на Землю. То же самое мы читаем в летописях о истории Соловецкого монастыря, потому что в лето 7143 или 1635 по католическому календарю в Соловецком монастыре было необычное наводнение от возвышения морской воды, которое подтопило строение на западной стороне монастыря находящееся, доходило до крыльца соборной церкви Преображения Господня, стоящей на особенно возвышенном месте. То есть от этого наводнения получилось множество убытков, про которые было доложено патриарху и великому государю. Я, честно говоря, не знаю, где она стоит, подскажите в комментариях, потому что если вот эта церковь, что на изображении, это она, ну там как раз до нее 150 метров высоты. И, так что если это было наводнение подобное, то, конечно, там мало никому не показалось. Но все равно, какое бы ни было, это было наводнение морское. И было оно не только в России, но и в Китае. То есть мы знаем примерно, что в 1642 году опять повторяется какое-то наводнение, то есть происходит катастрофа. Считается, что это трагическая осада в конце эпохи Мин, разрушились дамбы на реке этой Хуанхэ, происходит катастрофическое наводнение, это уничтожает город, подгребает его под метровым слоем ила. Но, внимание, что происходит? Через 20 лет, в 1662 году, при императоре Канси начинается масштабное восстановление, и современный город отстраивает поверх руин древней столицы, внимание, повторяя ее планировку. Ну, это к вопросу о том, где эти погибшие города, да мы на них живем. Точно так, походу, делали по всей планете, потому что, откапывая в глубину, мы находим предыдущие цивилизации, погибшие города. Вот эта красная точка, это и есть то место, где находился тот город. То есть он находился очень глубоко, в глубине континента. И могли ли его просто в воду реки Хуанхэ затопить, или все-таки там и морская вода подключилась, вопрос открыт, конечно. Потому что смотреть на эти карты Дальнего Востока, Даниэля Келлера, Монте-Урбана, мы видим все то же самое. То есть вверху там долина пирамид императоров, как раз Тартария существует, река Тартар. А внизу в Китае как раз существует Кинзай, то есть царский город, самый большой город земли того времени. Это на начало как бы фактически 17 века. Но мы потом не видим эти города. То есть на начало 18 века они теряют весь Дальний Восток России, он им неизвестен. Потеряли и Кинзай куда-то. Каспий изменил очертания. И только на карте Ягана Пропса 1783 года мы видим, что эти территории затоплены. Вот обратите внимание на красные кружочки. Там видим какие-то холмики, деревья, то есть болото фактически. Почему они не понимают, что там происходит, куда делись эти территории? В современном мире, если посмотреть на карты, вот где стоял этот Кинзай, вот эта синенькая стрелочка, тут одна такая бухта, там 90 километров ее ширины, здесь и стоял легендарный город древности. Рядом с ним красненькая такая черточка, это какая-то как бы воронка глубиной, шириной 68 километров. То есть туда либо упала комета, либо был какой-то другой энергетический удар. И, соответственно, это все привело к глобальным новым катастрофам.
И не просто катастрофам, но глобальным потопам. Потому что кто был виной этих потопов? Винстон, английский астроном, утверждает и на вычислениях своих полагает, что потопу причиной был кометный хвост. И комету он эту, то, что была в 1680 году, она же была в 1106, 532 и за 44 года до Рождества Христова. То есть вот он, виновник потопов. Комета, и она действительно, это комета-убийца цивилизации, мы с ней встретимся в 2254 году. Но множество информации показывает, что, к сожалению, таких комет и ее осколок очень много. Отсюда множество катастроф. Большая комета 1680 года, или комета Кирха, это есть комета-убийца цивилизаций. Самая ранняя известная гипотеза о комете, которая оказала широкое влияние на население Земли, как раз может быть приписана Эдмонду Галлею, который в 1694 году предположил, что всемирный потоп был результатом того, что комета пролетела максимально близко. Более подробно этот вопрос рассмотрел уже Уильям Уинстон, протеже и популяризатор теории Исаака Ньютона, который в своей книге «Новая теория Земли» 1696 года утверждал, что столкновение с кометой было, вероятно, причиной библейского потопа Ноя, который он полагал произошел в 2342 году до нашей эры. Обращая внимание, что как раз в 2345 году было прохождение кометы Ньютона, убийцы цивилизации вот этой. А Ноев потоп, он, к сожалению, был 5300 лет тому назад. Почему, к сожалению? Потому что их было множество. Вот этот потоп, который был примерно 4300 лет назад, наука про него знает. Оно известно в Китае как великое наводнение Кунью, крупнейшее наводнение в Древнем Китае, которое происходило в течение, по крайней мере, 2 поколений. Сопровождалось климатическими катаклизмами, что привело к значительному сокращению населения. И происходило как раз примерно 4300 лет тому назад. И еле-еле удалось вернуть воды потопов в свое русло, построить какие-то дамбы, из-за чего эти наводнения все-таки в итоге прекратились. Но подобные последствия были по всей Земле, не только в Китае. Наука прекрасно знает про засуху 4200 лет тому назад примерно. Одна из тяжелейших засух, при том, что она длилась примерно 100 лет, при том, где как бы точечки это засухи, где как бы линии это затопило. То есть половину мира затопило, а вторую засушило. И как бы масштаб глобальный. Это как через 1000 лет после глобального Ноева потопа. Это к вопросу, почему как бы рождаются и пропадают цивилизации. Куда они деваются? Они гибнут. Вот и весь секрет. Вернемся в 17 век. Есть ли у нас подтверждение, что в 17 веке реально произошла глобальная катастрофа? Есть. Перед нами дневник путешествий по указу великого государя в Китай одного из его посланников. 1692 года. Вот он едет по Сибири, и что же ему рассказывают? Русские сибиряки ему рассказывают, что до потопа в этих местах были много теплоты, и слонов много там обитало. И со всеми прочими тварями они потопли и плавали по воде, пока она не ушла, и тогда такие слоны в грязевых болотах остались. А после потопа климат у них резко изменился, и стало весьма холодно. Соответственно, все эти слоны в этих болотах и замерзли. Соответственно, и это мнение нельзя не учитывать, так как перемены климата как бы и так известны. Сказано может быть, что в потоп, воды которого весьма свет затопили, слоновые падальща в тех местах принесло, потом они и замерзли. Извините меня, про какой потоп идет речь, про который помнят русские сибиряки? Это потоп какого-то года. Это потоп как раз 17 века. Почему они про него четко и помнят? А мамонты, они есть еще на картах 16 века. Слева это карта, где там слоник бегает в Норвегии, а справа этот слоник живет в Гренландии. А вот мамонты на карте Асии 1630 года. И все они существуют. То же самое пишет Ломоносов в своей книге о слоях земных. В 18 веке изучая, он обращает внимание, что на севере найденные травы, которые похожи как бы на травы из Индии, они действительно принадлежат к теплому поясу, хотя находятся на севере. И
Все это происходило из-за каких-то насильственных действий. Говорят, что это может быть изменение наклона Земли или другие какие-то чудеса. Но он пишет, поэтому следует, что в северных краях в древние века великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться другим животным было и растениям удобно. Причем эти растения соответствуют экваториальным. И поэтому здесь их множество останков. Кстати, здесь он пишет про наблюдение астрономов из Вавилона, которым 400 тысяч лет. Ну, ничего подобного в современных учебниках вы, конечно же, не найдете. Есть и такая книга о переворотах или изменениях поверхности Земли, тоже 19 век, 1840 год. И здесь описываются множественные перевороты, которые были внезапны. И эти перевороты приводили к тому, что как раз тепло сменялось стужей, и животные, ею захваченные, там как раз замерзали. Существуют подобные книги? Существуют, но в современной науке вы их не найдете. Хотя существуют и подобные карты. Карта Артелиуса Абрахама, 1508 год. То есть мир старый еще существует. Еще последствия катастроф не такие глобальные. Они знают про Северный полюс, про Южный полюс. Все континенты известны. Причем существует как раз Тартарская империя, которая контролирует и всю Азию, и южную часть Америки. Зеленые территории — это как раз, скорее всего, территории под самоуправлением. Красные — это вопрос открыт. Может, как раз вассалы. Но сам факт, что очертания мира известны. Наконец, как раз 16 века. Потом происходят чудеса, о которых нам не говорят, но всем они известны. А мы их знаем как глобальная катастрофа. И, пожалуйста, на начало 18 века начинаются провалы в памяти у картографов. Они не помнят очертания Америки, потеряли Южный и Северный полюс, потеряли очертания Дальнего Востока России. Каспий изменился. Ну, почему? Говорят, провалы в память. А почему у них такие провалы, видно на карте Франсуа Сантини 1776 года, где мы видим, что большая часть Северной Америки — это просто море. То есть территория затоплена. Еще она не высохла. То же самое мы видим в книгах 19 века, где Герцен пишет. Как раз в 18 веке, век анализа и разрушения, окончился тем колоссальным огненным извержением, которое столь похоже на мощные перевороты допотопные, изменившее все лицо планеты, которые горящие камни разнесли по всему свету, и которые лавы крови разлились от гильотины площади революции до подножия родного Кремля. Про какие камни по всему миру, какие там допотопные извержения огненные. Ну, все очень просто. Глобальная катастрофа, причем недавнего прошлого. То же самое пишет Карл Фридрих Мор, «История Земли». И он там в 19 веке описывает о переворотах Земли, которые время от времени случаются. И при этом Земля и море изменяют свои места, меняется, новый вид Земли получается. Примерно об этом пишет и Николас Винсент, который в своей книге «Северная и Восточная Тартария» описывает как бы последствия потопа. Ну, то же самое, что Ломоносов говорил. Он приводит как бы данные, что при том, когда копают колодцы, то на глубине от 30 метров обнаруживают множество морских рогаток, ракушек, то есть конский навоз, волосы человеческие. То есть это на глубине 30 метров. А фактически еще глубже есть и другие как бы остатки. И так, в принципе, находят не только там, например, в Амстердаме, где это копалось, но и, в принципе, по всему миру. Ну, то же самое описывает и Ломоносов. То есть на глубинах где-то примерно метров 10, то есть тоже поваленные леса. Например, во Фрисландии на глубине всего 2 метра под торфом обнаруживается тоже огромное количество леса, который сгорел до половины человеческого роста. И в Суринаме и в Америке встречаются примерно подобные же вещи. То есть это все свидетельствует о том, что поверхность Земли подвергалась многим изменениям и переворотам. Ну, то же самое и Ломоносов указывает в своих трудах. То есть лежащие под землей леса простираются вершинами почти всегда в сторону полуденным, то есть южным, указывая ими, что от полуночных морей, то есть северных, учинено насильственное преклонение их опровергло. То есть со стороны севера
пришла глобальная катастрофа и просто закопала эти леса. Ну, напомню, все это было известно давным-давно, еще в диалогах Платона, который приписывают V веку до нашей эры, о происхождении Вселенной, говорилось: род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе. У вас и прочих народов всякий раз, как только успеваете выработать вы письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из вас лишь неграмотных и неученых, и вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершили в древние времена. Вы храните память только об одном потопе, а ведь их было много до этого. И это V век до нашей эры. Ну, потом эти потопы много раз повторялись. В принципе, о чем и подтверждает Ломоносов. В наше время существуют так называемые элиты, которые про это прекрасно знают. Они строят себе убежища, собираются переживать какие-то глобальные катастрофы. Какие они людям не рассказывают, но они хотят снова в выжившем мире им владеть, обладать уникальными технологиями и пускать этот мир снова по кругу этому. Бесконечных циклов возрождения и обнуления. Ну а нам это надо, потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. И только зная прошлое, можно жить настоящим, ну и готовиться к будущему, строить его таким, какое оно должно быть, вплоть до защиты от всех, скажем так, потопов, глобальных катаклизмов, проблем, которые могут возникнуть и которые придется преодолеть. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.